Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Санчо, на своем ранчо. В общем, осень, залили дожди, и мы теперь вынуждены снять видеоролик дома. Я давно хотел вам показать очень крутейший просто рецепт из тыквы. Это мясо тушеное с овощами в тыкве. Этот рецепт с тыквы я давно подсмотрел в ютубе. Я хочу это попробовать сделать и приготовить, и насколько же это вкусно все отведывать. Но я немного видоизменил этот рецептик. Я сделаю немного по-своему. В общем, давайте приступим к приготовлению. Поехали. Первым делом подготовим мясо. У меня баранина. Вы смотрите же по своему предпочтению. Здесь можно сделать как говядину, так и свинину. Как захотите. Баранину нарезаем мелкими кусочками, потому что это все будет томиться и запекаться в тыкве. Если сделаете большие куски, она просто это будет очень долго запекаться. Вот кусочек. Отличный. Вот такими всеми кусочками и нарезаем. Лишние шкурочки можно срезать. Будем обжаривать баранину. Мы ее запечатаем, чтобы она в собственном соку там приготавливалась. Наливаем немного оливкового масла и отправляем обжариваться. Буквально по 5 минут с каждой стороны. Косточки сюда же положим. Это все будет тушеное вместе. Вот представляете, из косточек какой будет там наварчик в этой тыкве. И подготавливаем теперь тыкву. Нам надо вырезать вот эту вот шляпку. Вот так вот прорезаем ее. Да, дело непростое. Должны быть ножи очень острые, чтобы это все сделать. И аккуратненько ее отсюда достаем. Если не получается, донарежьте. Вот там вот прорежьте. Вот так вот. Теперь с крышки сейчас срежем вот это вот все лишнее. А изнутри мы просто все выбираем либо ложкой, либо руками. В общем, подготавливаем тыкву, как в роли глиняного горшка у нас сегодня будет. Ну или же в роли казана. И также подготавливаем крышку. Всю хорошо просто подровняйте, отсюда лишнее счистите, присмотритесь, как она здесь будет. Все, смотрите, как тут и была. Она тут и была. Можно лишнее подсрезать. Друзья, если вам не нравится специфический запах баранины, то добавьте немного уксуса во время жарки, и запах станет гораздо приятнее. И подготавливаем следующие ингредиенты. Репчатый лук по стандарту полукольцами. Также нарезаем болгарский перец. Удаляем отсюда семечки. Болгарский перец я нарежу вот такими вот дольками. Вот так вот пополам. Произвольно, свободно, просто нарезайте все овощи, не заморачивайтесь, какие они там будут. Это все будет тушиться в соку тыквы и в соке овощей. Представляете, насколько ароматно и вкусное блюдо это получается. Это чем-то может напоминать, наверное, какую-то хашламу. Вот что, кстати, напоминает, напишите в комментариях вот это вот блюдо. Также я взял помидоры и нарежу кольцами. Вот так вот нарежу. Я буду это укладывать все слоями. И поэтому кольцами самое то будет. А теперь все будем компоновать. Берем, в общем, тыкву.
На дно тыквы отправляем лук. Укладываем, чтобы это все покрыло дно тыквы. Теперь выкладываем баранину. Отправляем ее всю сюда. Равномерно распределяем ее здесь. Кстати, заметьте, я никаких специй, ничего не добавлял, не солил во время жарки. Вот теперь самое то. Добавить черного молотого перца. Теперь солим баранину. Посолите ее получше, потому что тыква даст сладость. Теперь добавляем либо хмели сунели, либо же вот у меня такая специю для мяса. Я ее сам собрал из хмели сунели, сухой аджики. В общем, здесь все четко. Добавили ее сюда. Теперь отправляем перец. Укладывать тоже. Это все же идет слоями, поэтому равномерненько, чтобы везде было, чтобы хорошо это все вместе протушилось. Также добавим слой лука. Просто, сказать, начиняем всю тыкву. Теперь можно еще сверху чуть-чуть посолить, поперчить. И укладываем помидорчики слоем. Я прям жду не дождусь, когда она приготовится. Но, конечно же, готовить мы ее будем долго. Представляете, чтобы все это протушилось вместе, сколько займет времени. Часа 2-3. Точно это все будем тушить. И завершающий слой лука. Все можно вот так вот чуть-чуть притрамбовать. Теперь берем чеснок. Можно целиком, можно чуть-чуть его измельчить. Я измельчу. Сверху вот так вот посыпаем это все чесноком. И также я положу вот так вот сюда остренького перчика. Сверху добавляем немного еще специй. Соль. И чуть-чуть черного молотого перца. Отлично. Теперь закрывается крышечка. Как мы ее тут вырезали, вот так вот. Отлично. Теперь всю эту прелесть я должен завернуть в фольгу, чтобы это лучше пропекалось и не подгорало со всех сторон. Отворачиваем вот такие вот длинные полоски. Если вам позволит погодные условия, вот мне не позволили. Надо было раньше снять этот видеоролик, но тыква у меня поспела вот только недавно. Все то же самое делайте, только заворачивайте чуть в больше слоев фольги, а иначе в углях это точно у вас сгорит. Все, а так укладываем тыкву и начинаем собирать пазл, заворачивать. Еще завернем. Главное, чтобы поместилось в духовку, а то вдруг еще и не поместится. Пойду в сырой земле уж точно приготавливать. Эх, вот она, красота. Выставляем температуру в духовке 180 градусов и отправляем туда ее запекаться. Эх, со скрипом еле-еле мы зашли сюда. Все. А теперь ждем 2,5 часа, и это будет пушка просто. Друзья, хотел переложить тыкву, но она прям
максимально приготовленная, поэтому она очень мягкая. У меня не получится переложить тыкву. Вы посмотрите. Это с учетом того, что вот сейчас сок вышел, и здесь все равно очень много сока. Вообще здорово. Овощи. Мяско. Давайте мяско возьмем, попробуем. Вот здесь вот. Но мясо мягкое. То есть вот поэтому тушите 3 часа, чтобы мясо было прям мягким-мягким. Чуть меньше оно просто становится жесткое. Очень горячее. Баранина приготовленная. А попробуйте бульончик. Насколько же он очень вкусный. Это все в собственном соку сделанное. Кстати, тыква дает небольшую сладость. Бульон невероятно вкусный. Блин, друзья, я совсем забыл. Обязательно еще можно вот это вот так вот все посыпать зеленью. Здесь кинза, петрушка, укроп. Потом-то все здесь перемешать, но я аккуратненько выложу себе на тарелку. Ну, в общем, что я могу сказать? Вот так вот сверху. Оп, кусочек мяса. В общем, что я могу сказать? Рецепт годный, рецепт хороший. Мясо получается нежное, очень вкусное. Я еще потом тыкву попробую. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите наши видео, делитесь с друзьями. Всем приятного отдыха, кушайте вкусно, отдыхайте с удовольствием. Всем до новых встреч, до новых видео, пока.